Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о том, как эффективнее растягивать мышцы. Итак, я уже в своей системе очень активно использую именно упражнения на растяжку. И я пришел к тому, что без этого в запущенных случаях не обойтись. Однако растяжка мышц дается непросто, особенно если это случай давний. Если укорочение сильное, если человек уже не молод, то растянуть мышцы бывает очень сложно. Ну, для примера подумайте, сколько надо времени, чтобы ваша бабушка села на шпагат, да? Ну вот столько же времени надо, чтобы решить какие-то проблемы с осанкой у пожилых людей. Вот. И в чем здесь возникают сложности, вот когда начинаем растягивать мышцы, что мышца не дается. И одна из причин — это наличие триггеров в мышце. То есть, что такое триггерная точка, да? Ну, я попытаюсь, об этом есть очень много хорошей литературы. Вот, Travel и Simmons, замечательные авторы. Я попытаюсь рассказать очень-очень просто и коротко, да? Вот есть мышца, и в мышце, на самом деле, она как бы состоит из нескольких мышц. То есть мы ее условно называем одной мышцей, но там на самом деле несколько мышц, которые могут независимо друг от друга включаться и выключаться. Для чего это нужно? Это нужно для экономии энергии. Поэтому, когда вы, например, идете, у вас мышца не включается на 100%, а когда вы, например, бежите от тигра, тогда включается. Ну, это все предусмотрено природой для экономии энергии. И вот в каком-то из перегруженном части может оказаться точка, которая вот натягивает все вот это, допустим, волокно и влияет на вот всю мышцу таким образом. Когда в каком-то одном месте у вас есть такой вот напряженный такой уплотненный тяж, да? Вот. И при растяжке он не будет давать, потому что какое-то волокно держит и дает растянуть мышцу. Конечно, растяжка сама по себе, она тоже устраняет триггеры, но это сложный путь. Гораздо проще просто найти этот тяж, нажать на него, подержать около минуты, и он рассосется. Потому что вы перекроете кровоток, и вот этот кусочек мышцы он не может держать, потому что нет крови. Он отпустит. И после этого растяжка мышцы идет гораздо легче. Легче и быстрее. Вот, поэтому я в своей практике обычно стараюсь мышцу пропальпировать, и если я нахожу болезненные участки, когда вот, например, я тут щупаю мышцу, и вдруг в каком-то месте больно, везде не больно, а вот в одном месте больно. Все, вот это место, значит, появились триггерные точки, это из-за перегрузки мышцы, из-за того, что она работает. И все, ее нужно, этот триггер надо отпустить. Ну, любым способом. Способов очень много. Там можно иголку туда воткнуть, можно, я имею в виду акупунктурную. Самое простое — нажать и держать, пока не уйдет боль. Уход боли — это вот уход спазма. И все, таким образом триггерная точка освобождается и не мешает всей мышце. Не напрягает всю мышцу, и тогда вы делаете упражнения, и мышца легко и просто поддается растяжке. Если вы это не делаете, триггер тоже освободится, но вам потребуется гораздо больше времени. И растяжку будет делать тяжелее. Тяжелее, больнее и так далее. Вот, работая вот так с триггерной точкой, вы можете усилить, увеличить свою вот продуктивность. Особенно это касается вот моих учеников. У меня есть 2 ученика, которые тренера сами по себе, но массажем не владеют. Вот, и я бы посоветовал им как раз таки вот начать искать триггерные точки, потому что у них очень хорошие результаты за счет того, что они хорошо знают упражнения. Но если они добавят такую работу, будет все быстрее, эффективнее, проще и легче. Вот, надеюсь, это было полезно.